Sahanau bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Now we will try to study about the family system, education system and society according to the Vedic culture. Сейчас мы будем говорить о семье, образовании и обществе с точки зрения Веды. I will explain that with three lectures. У нас 3 лекции каждый день. Каждый день утренняя лекция посвящена Ведам, средняя лекция посвящена вот этим вопросам, семья, общество и образование, и вечерняя лекция посвящена вопросам целительства. So the first very important unit of society is what we call family. Первый и основной, очень важный ячейкой общества является семья. So in this we have a triangle И здесь у нас есть треугольник, as father, mother and child. папа, мама и ребенок. So according to the Vedic tradition, Согласно ведическим традициям, getting a child is also an important ritual. дать ребенку рождение является очень важным ритуалом. That is what you find in the Vedic texts and also in the health science like Ayurveda. И в ведических текстах, и в такой науке ведической, как аюрведа, науке о здоровье. Because to beget children Потому что заметь ребенка is generally considered as our personal purpose, but it is not personal. мы обычно рассматриваем как нашу собственную задачу. Но на самом деле эта задача, дать жизнь ребенку, не является нашей собственной задачей. Because that is a phenomenon according to the work of the nature, the intelligence of nature. Это процесс, который регулируется природой и работает благодаря разумам природным. So nature always has its functioning in also preserving the species of all the beings. Работа природы в том числе является сохранением всех видов жизни. So our getting a progeny, our children is a part of that plan. И наша вот эта работа, ну то есть то, что мы даем жизнь детям, это часть этого плана природы. Часть природы. In those times, when a child is born and considered to be, it is considered to be a great opportunity given by nature. In those times, you mean? In the Vedic, In the Vedic, во времена, когда жили еще по Ведам, дать жизнь ребенку считалось очень большой удачей, дарованной природой. And for bringing a
a noble soul into form, that is a ritual. И призывание благородной души на землю является само по себе ритуалом. Было ритуалом. So every aspect of life is considered as a ritual, which is a ritual is the operating the formula which are there in nature. То есть любой аспект жизни рассматривался как ритуал, и ритуал сам был определенной формулой производства всего, что составляет нашу жизнь. Therefore, there is for all these types of activities, there is application of all the Vedic wisdom in our daily life. И для всего, что мы совершали в нашей ежедневной жизни, была предназначена определенная ведическая церемония. Все это нормативом были веды для каждой деятельности в нашей жизни. Because when we produce children, we should know that it is we are contributing this to the society. И когда мы даем жизнь ребенку, мы должны рассматривать, как это наш вклад в жизнь общества. So, the functioning of the society depends upon the quality of our contribution. Потому что качество нашего общества зависит от качества нашего вклада в его деятельность. Именно вот имеется в виду деторождение. There are two units. One is the larger unit which you call society. Есть две единицы. Значит, первая единица – это то, что мы называем обществом. And the smaller unit what you call family. И более маленькая единица – это то, что мы называем семьей. Ячейки, наверное. So the society is built upon this smaller structure because it is from the contribution the society is built. И все общество состоит из более мелких единиц, какими являются семьи, и зависит от того, какой вклад семьи внесут в это общество. And getting children is the work of, a part of the work of Devas. Рождение детей – это тоже часть работы девов. Because you know that the phenomenon of progeny is according to a very precise procedure, precise formula is there in that, getting the children. There's a formula. То есть вообще деторождение является некой формулой. But how we have to make use of this and for what we have to, that we have to know, especially the human beings. И как мы должны пользоваться этими формулами? Что мы должны делать, особенно люди? For this, we must be educated about what is the purpose that nature preserves or operates certain procedures. Для того, чтобы правильно это делать, мы должны иметь некие знания о том, какие процедуры предусматривает природа для этого. In our daily life, we have what we call В нашей обыденной жизни у нас есть то, что мы называем the needs. потребностями. This is one aspect. Another aspect is desire. А второе, что у нас есть, это желание. This need belongs to mostly to our body. Потребности относятся большей частью к нашему телу.
and desire belongs to mind. А желание относится к нашему уму. And when you compare, these two needs are few. И если мы будем сравнивать желания с потребностями, мы обнаружим, что потребностей их конечное количество. И не так много. So the requirements for our body to continue our daily life there are few requirements are there which are common for all the people. Потребности одни и те же для всех людей, и их несколько. Наше тело для того, чтобы продолжать успешно свою деятельность, оно требует хорошо. Это и есть потребность. But the desires belong to the mind, they are innumerable. Желания, You cannot count them. которые имеют отношение к нашему уму, их бесконечное количество. And they can be changeable from person to person also. И они меняются от человека к человеку, они разные. And the needs are the conditions or the implements which are placed by nature. Потребности устанавливаются природой. Это условия существования тела, которые дает природа. For example, we have hunger, we have thirst. Например, голод. Например, Rest. пить хочется. Жажда. Например, отдых. Они нам необходимы. So when you feel hungry, that means it is an indication by nature, from the nature, that you have to take food. Если мы чувствуем голод, это сигнал, который посылает нам природа о том, что нам необходимо поесть. Now let us try to find out whether it is a desire or a need. И как определить желание поесть? Это в каждом конкретном случае это потребность или желание. Nature has given this as a need. Природа дала это как потребность. Because to sustain our life, Потому что для поддержки нашей жизни, to continue the activity, для продолжения нашей деятельности, so the nature creates by its working what we call hunger. природа создала то, что мы называем голодом. It is an indication, Это просто индикатор. and we have to respond to this indication. И мы должны отвечать на этот индикатор. And we have to respond to this indication only there is an indication. И мы должны отвечать на это только в том случае, если есть этот индикатор. That means we have to allow the food into us when there is hunger, when there is an indication from inside. То есть мы должны принимать пищу только в том случае, если мы чувствуем голод. То есть если есть этот призыв изнутри. Then it is called the attending to the need. И тогда это называется удовлетворение потребностей. So all the beings in nature except human being, they follow this very clearly. И в нашем мироздании все существа, кроме человеческих существ, отвечают на вот эти потребности и удовлетворяют только свои потребности в плане еды. If you observe any being in nature, Если вы будете наблюдать за любым существом на it may природе, be a tiny creature like an insect, например, за насекомым, or совсем маленьким, a bird, or an animal, или за птицей, или за животным, only when there is indication from inside, when there is hunger, then they will take food. они будут есть только тогда, когда чувствуют голод. When the animal is not hungry, nobody can oblige the animal to take food. Если животное не чувствует голода, никто не сумеет заставить его съесть хоть кусочек. You can make an experiment. Можете проэкспериментировать. If you can oblige any animal to take food when it is not hungry. Сможете ли вы засунуть хоть кусочек животное, которое не хочет кушать?
even though you put very tasty food before, for example, a cow, Даже если вы положите очень вкусную еду перед его носом, например, корова, she will not care how much it may be tasty, because when she is not hungry. ей будет совершенно все равно, насколько это вкусно или невкусно, потому что если она не чувствует голода, она есть не будет. Suppose the companion of the cow, the bull, has come, and you say that now your companion is here to please your companion, please you can take some more food. Например, вы приведете к корове быка и скажете: смотри, вот тебе дружок, вы можете вместе поесть, здорово. So if the bull is hungry, bull will eat, but the cow will not eat because it's not hungry, she is not hungry. Если бык придет, и он начнет есть, и корова будет рядом стоять, но если она не будет голодна, она все равно не будет есть за компанию. She will not eat just to please her companion. Она не станет есть просто для того, чтобы понравиться своему компаньону. And her companion, the bull, will not mind if the cow is not giving her company. И быку будет совершенно все равно, ест она с ним или нет. They will just follow the indication from nature, from within, what is there. Просто отвечают на те индикаторы, которые поступают изнутри. They will just respond to the need. Они просто будут удовлетворять свои потребности. Even you cannot show a big amount of money and you say, I will give this money if you eat some more. Даже если вы покажете большую сумму денег и скажете: давай поешь немного, я тебе дам все эти деньги. Or if you bring a letter of recommendation from the President Putin, President recommends you Если to вы eat some more food. с рекомендацией от президента страны Путина, She doesn't care. ей будет все равно, она все равно не будет есть. This is how an animal or a bird or any tiny creature, they behave. Так ведут себя животные и остальная часть живого мира. But now we know how we human beings behave. Ну а теперь посмотрим, как люди ведут себя. I need not explain. Это не нуждается в объяснениях, каждый знает. Why this is happening like this? Почему так происходит? Because all the other beings are directly under the direction and control of the forces of nature. Так происходит, потому что все остальные существа, кроме человека, находятся под прямым руководством природы, самой природы. But the human being is given certain freedom А человеческому существу дана определенная свобода. to make his own decision. Свобода волеизъявления. So whether we make a proper use or whether we misuse, it is with our own decision. То есть, если мы правильно поступаем или неправильно поступаем, это злоупотребляем своими правами, это наше собственное решение. Same thing with drink, same thing with rest. Тоже относится и к питью, и к отдыху, Same thing with sex. и к сексу. For the other beings in the creation, it is just only when it is needed, when it is time, then they will Для всех существ, кроме человека, и секс тоже существует только в то время, когда подсказывает природа, и в то время, когда это необходимо. Can you find that any animal like cow or some animal always keeps thinking of sex or gets into fantasy of any sex and all these things? Разве вы можете себе представить какое-нибудь животное, ту же корову, которая бы постоянно думала про секс и рисовала бы всякие фантазии в своей голове? They don't need to watch some of the movies or these things to get excitement and all these things. Им не нужно смотреть телевизор, какие-то специальные фильмы для того, чтобы And they don't need возбудить. a school, a special school for sex education. Также им не нужна специальная школа для сексуального образования. Because they only respond when it is needed to get the progeny. That is according to nature. Потому что каждый раз, когда он наступает
время воспроизводства, они просто отвечают на свои потребности. Then the human being may question, may feel that, oh, but for the animals, they don't realize or they don't experience the pleasure of using the sex. И тогда что человек может сказать, что они не получают удовольствие от секса? But that is not true, because Но это неправда. when they use this, when they are in that act, they have also the experience of pleasure, but they don't use this for pleasure. That is reality. Когда они занимаются сексом с животным, они тоже испытывают удовольствие, но они никогда не используют секс для получения удовольствия. They never avoid the result of that. They never try to avoid. И они никогда не пытаются манкировать свои обязательства, возникающие после секса. Избавиться от результата. Избавиться от результата. But the human being, we know, we want the pleasure, we want to take the pleasure, and we want to avoid the result of it. А люди, они хотят получать удовольствие от секса, но хотят избежать его результатов. So with food, with drink, with sex, with all these things, there is a misuse only with human being, not with other beings. И все, что касается еды, питья, отдыха, секса, злоупотребляют этим только человеческие существа, никакие другие. So this tendency to misuse Эта тенденция к злоупотреблению is what is explained as the fall of man in the scriptures. это то, что в священных писаниях объяснено как падение человека. Ну, изгнание человека из рая. Because it is a form of disobedience against the law of nature. Потому что это форма неповиновения законам природы. And the result brings disharmony and experience of pain and all these things. Результатом является дисгармония и переживание боли и всяких таких неприятных вещей. So if the birth of a child is considered as a result or a byproduct of the sexual activity, И в обществе, где рождение ребенка является побочным эффектом от сексуальных удовольствий, then what happens is that the souls that take body through those parents, they are those souls who are attracted by this type of magnetism. результатом является то, что те души, которые привлекаются, те души, которые приходят в результате такого секса на Землю, это те души, которых привлекает именно такой тип магнетизма. This is what is called according to the law of karma. И это происходит в согласии с так называемым законом кармы. And so, such a child, it is born as a result of this. Ребенок, который рожден в результате этого, From the very beginning, the experience of the child is always с самого начала not happy experience. его опыт на Земле не является опытом счастья, Because there is a lot of disharmony. потому что существует большое количество дисгармонии, большая дисгармония. And when this child grows into an adult, Когда этот ребенок вырастает взрослым, how will be the behavior in a society? каковым будет его поведение в обществе? So this is what we see now Это то, что мы видим сегодня. for the cause of the major disturbances in the human race. И именно в этом причина основных непорядков, которые существуют сегодня в человеческой расе. So to avoid all this happening, Для того, чтобы избежать этого, the masters, the seers or the masters, провидцы и мастера, because they can know what sort of changes may happen in the behavior
of the human beings, and then Именно потому что они знают, каким последствиям ведет такое поведение. so to prevent all these events, Для того, чтобы предупредить такие последствия, Manu, the Grand Master, великий мастер Ману, because Manu is actually not just a person, from time to time he manifests to give his direction, his teaching to the human beings. Ману это не просто какой-то человек, который был когда-то. Это некто, кто время от времени проявляется в каких-то временах для того, чтобы давать знания очередному человечеству. So Manu is what is called the planetary mind. Ману это то, что мы называем планетарным умом. When we speak of, many times we'll study about the mind in different levels. Каждый раз, когда мы будем, то есть на всех наших занятиях мы будем говорить about the mind of Mind, about the principle of mind. о принципах ума на разных уровнях. You have the cosmic mind, У нас будет космический ум, solar mind, солнечный ум, planetary mind, планетарный ум. so this cosmic mind is called Vivaswan. Например, космический ум, его называют Вивасван. And this solar mind is called Manu. А солнечный ум называют Ману. And the planetary mind is called Ikshvaku. А планетарный ум зовется Икшваку. It's only just to mention you about different levels. Я упомянула это просто для того, чтобы дать вам представление о разных уровнях ума. So this Manu has given certain injunctions for the human beings. Injections? Injunction, Injunctions. rules. Ага. Ману давал, он дал определенные законы для людей. Правила. To preserve the quality of the human race, Для того, чтобы сохранить хорошее качество человеческой расы. because the human level of consciousness is also one of the higher stages of consciousness in evolution. Потому что человеческий уровень сознания – это один из самых высоких уровней сознания в ходе эволюции. And the evolution does not stop with the human stage. Но эволюция не останавливается на человеческом уровне. Because as it is explained by the scientists of the biological sciences, they only explain evolution from unicellular amoeba to man, and this is the whole of evolution. И это не так, как объясняют современные ученые, которые прослеживают эволюцию от амебы до человеческого состояния, считают, что человек — это линия всей эволюции. Scientists like Darwin and all these scientists. Такие ученые, как Дарвин и другие. But they could not know that this is only a little part of the whole of evolution. К сожалению, они не знают, что это только маленькая часть всеобщей эволюции. There was evolution before the unicellular organisms, and there is evolution after the human stage also. И была эволюция до клеточного уровня, и будет эволюция после человеческого состояния. So it is not just enough if we get the human form in our evolution. We get, after certain stages, passing through many stages, then we get a human form at the starting stage, but that is not the end of this evolution. То есть в течение нашей эволюции, через многие формы, мы наконец получили форму человека. Вот. Но это не наша конечная цель. Это только очередной этап. После человечества будет следующий этап. If you get the human frame, if it is the end of evolution, then there is no need for us to again and again born.